Надежда или отчаяние? Получение вознаграждения или же все это подлая шутка? Смертельное испытание Сон Джин Ву, слабейшего охотника Яранга. Храм Картинон и скрытый смысл тайной комнаты. Сегодня об этом и поговорим. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую манхву Маньхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Храм Картинон – таинственное скрытое подземелье С-ранга, появившееся внутри обычного низкорангового подземелья. Войдя внутрь этой комнаты, все вошедшие автоматически становятся участниками смертельного испытания, больше не имея возможности покинуть это место живым. Ибо как только кто-то попытается избежать своей участи, он тут же будет истреблен стражниками. Однако, хоть вошедшие автоматически и становятся участниками испытаниями, его еще нужно понять, как начать. И с этим помогут выгравированные надписи, содержащие правила храма Картинона, и они-то и являются разгадками к активации испытания. Первое правило гласит: поклоняйтесь лорду. Второе правило: восхваляйте лорда. И третье правило: докажите свою веру в лорда. Опять же таки, если не исполнять указанные правила на скрижале, исход будет один – смерть. И тут же, с истечением времени ознакомления, вступает в ход первое испытание, испепеляющий луч, уничтожающий всех, кто не повиновался первой заповеди. Единственным выходом остается только повиноваться ей и поклониться лорду. И пока коснется только того, кто не перейдет определенную черту высоты, достаточно просто преклонить голову, как это проверил главный герой Сон Джин Ву, буквально опустившись в половину своего роста. Однако само испытание закончится только после того, как все оставшиеся участники преклонятся перед лордом. Таким образом, спасение будет получено, вот только далее начнется более ужасающее действие. Ибо ранее просто наблюдавшая колоссальная статуя, уничтожавшая непокорных, теперь восстала для того, чтобы растоптать всех, кто не повинуется второй заповеди, в которой также скрыта некая загадка. Второе правило храма Картинона гласит: восхваляйте лорда. Неповиновение равно смерть. И эти выгравированные слова нужно воспринимать абсолютно серьезно, подойдя к проблеме с полной ответственностью. Поскольку если вызвавшийся человек решится лично воспевать честь лорда, тем более во имя своего бога, что в корне расходится с установленными правилами, то тот сразу же будет обречен на неминуемую гибель. А суть загадки этого испытания заключается в том, чтобы обратить внимание на стоящие в округе всего храма статуи, в особенности с музыкальными инструментами, которые и начнут серенаду восхваления лорда. Но тут еще стоит учитывать количество находящихся людей, ибо под одной статуей могут находиться только по одному человеку. А тех, кто был невнимательным и выбрал не ту статую, как было с Джин Ву и еще одним охотником, тут же получит наказание. Исполнив вторую заповедь и активировав восхваление лорда, участникам сразу же предлагается пройти последнее испытание, воздвигнув некий алтарь для того, чтобы все могли доказать свою веру и преданность лорду. И как по мне, это самое жестокое испытание из всех, потому что первые два мучили тебя страхом, а последнее дает тебе ложную надежду, раскрывая в человеке его истинную и не всегда прекрасную суть. Ибо как только выжившие примкнут к алтарю, начнется испытание на верность, одновременно с этим открыв выход из этого ада. И если ранее все держались за командный дух, пытаясь пройти трудности вместе, то теперь тот, кто еле держался, увидев спасение под видом открытых дверей, попросту бежали. И их можно было понять, ведь обстановку накаляли еще приближающиеся статуи с оружием, с которыми им явно не справиться. И хоть их и можно законтрить, просто посмотрев, остановив тем самым движение врагов, но поскольку число участников с каждой минутой неумолимо уменьшалось, сдерживать враждебные статуи просто было некому. И для оставшихся просто
просто не было другого выбора, кроме того же бегства, оставив одного только Сон Джин Ву, поскольку его не было кому забрать. Да и кто-то все же должен оставаться у алтаря для того, чтобы врата были открытыми. Однако, хоть главный герой и остался один на один со смертью, все, кто ушел спастись, считайте, провалили испытания, ибо его суть заключается в доказательстве своей верности лорду, а то есть готовности даже умереть за него. Так что по чистой случайности главный герой стал тем самым подходящим кандидатом для того, чтобы завершить испытание храма Картинона. И после того, как Сон Джин Ву довели до предсмертного состояния, он получил возможность заиметь второй шанс. Вдобавок ему было даровано вознаграждение, которое в дальнейшем поможет ему становиться сильнее. Сейчас будут более серьезные спойлеры, так что если вы их боитесь, тогда вам на этом стоит закончить просмотр ролика. Поговорим о той самой награде, которую получил Сон Джин Ву, а именно систему прокачки. Само это вознаграждение за прохождение испытания подразумевалось, как ни странно, как ловушка. Однако с ходом повествования главный герой справится с этой проблемой. И на самом деле эта награда предназначалась для самого лорда, о котором и говорилось во всех заповедях. Тогда, поклонившись колоссальной статуе, охотники даже не подозревали, что лорд, о котором шла речь, был не он, а тот, кем они могли стать. Хотя наверняка, если бы все, кто выжил, остался у алтаря, среди них бы также провелся отбор. Ибо скорее всего это не сыграло бы на руку тому, кто все время наблюдал за испытуемыми охотниками. Ну и также не забывайте, что почитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие роли. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.